Какой невысказанный страх мог заставить самого сильного айдола в мире внезапно расплакаться после обычного прямого эфира на Уиверс? Неужели Чингук столкнулся с ужасающей перспективой будущего без BTS? Этот вопрос витал в воздухе еще долго после того, как экран погас. Долго после того, как миллионы ARMY по всему миру закрыли свои приложения Уиверс с все еще бьющимися сердцами, и долго после того, как сам Чингук вытер слезы, которые он никогда не хотел показывать никому. На первый взгляд, это был просто очередной прямой эфир на Уиверс. BTS приветствовали фанатов, делились теплом, смехом и привычным комфортом. Но под этой спокойной, тщательно продуманной поверхностью что-то хрупкое треснуло. И когда это произошло, открылась правда настолько откровенная, настолько эмоциональная, что она потрясла фандом. Чингук заплакал, потому что не хотел расставаться с BTS первым. Никто не заметил. Или, может быть, заметили, но не смели поверить. Улыбка Чингука во время прямого эфира все еще была на месте, нежная и обнадеживающая, та самая, которой фанаты доверяли годами. Но было и что-то еще. В этом была какая-то почти академическая тонкость, словно небольшая аномалия в хорошо задокументированном эксперименте. Его взгляд задержался на мгновение дольше, чем нужно. Смех прозвучал на долю секунды позже. Его слова, хотя и добрые, несли в себе необычный вес. Была ли это усталость? Ностальгия? Или что-то гораздо более тревожное? Когда прямой эфир закончился и участники попрощались, камеры выключились, но история не прекратилась. Именно тогда Чингук заплакал. Не драматично, не на всеобщее обозрение, а тихо, искренне, как человек, столкнувшийся с правдой, которую он избегал. По словам тех, кто был близок к этому моменту, слезы Чингука были не из-за усталости, не из-за давления и даже не из-за страха перед будущим в абстрактном смысле. Они были из-за одного единственного. Невыносимой мысли о том, что BTS больше не будут вместе. Одного этого откровения было бы достаточно, чтобы потрясти ARMY. Но эмоциональные потрясения на этом не закончились. Тэхён, который во время прямого эфира был необычно тих, был глубоко тронут поведением Чингука после него. Тишина, замеченная фанатами. Тишина, породившая бесконечные предположения, внезапно обрела новый смысл. Это была не отстраненность. Это было не безразличие. Это было размышление. И когда Тэхён увидел слезы Чингука, что-то внутри него изменилось. Почему Чингук, которого часто считают самым молодым, но эмоционально устойчивым участником, расплакался в тот момент? Почему мысль о расставании так внезапно и сильно ударила его? И почему Тэхён, известный своей экспрессивностью, отреагировал не словами, а глубоким молчанием? Чтобы понять, что произошло на самом деле, нужно заглянуть за пределы самого прямого эфира и в долгую, сложную историю BTS. Историю, построенную на единстве, самопожествовании и связи, которая бросает вызов традиционным определениям музыкальной группы. BTS никогда не были просто 7 людьми, разделяющими сцену. С самых первых дней они позиционировали себя как единое целое, систему, в которой существование каждого участника было тесно переплетено с другими. Чингук, присоединившийся к группе подросткам, вырос в этой системе. Его личность как артиста, исполнителя и даже взрослого человека формировалась в присутствии 6 участников, которые стояли рядом с ним. Для Чингука BTS – это не просто карьера. Это дом. Именно поэтому прямой эфир на Уиверс, задуманный как праздник и момент единения, превратился в нечто совершенно иное. Когда Чингук смотрел на своих коллег на экране, смеялся с ними и общался с фанатами, в глубине его сознания тихо, почти академически, зародилось осознание, словно гипотеза. Ничто не вечно, если его не оберегают яростно. Был ли этот прямой эфир просто очередным обычным появлением? Или это было подсознательное напоминание о течении времени, о разветвляющемся будущем, о неизбежных переменах? Те, кто пересматривал прямой эфир, начали замечать подсказки. Взгляд Чингука часто скользил по другим участникам, особенно по Тэхёну.
Когда Тэхён говорил меньше обычного, Чингук, казалось, смотрел на него внимательнее, словно пытаясь прочитать что-то недосказанное. Чувствовал ли Чингук уже эмоциональную дистанцию, которую Тэхён переживал внутри себя, или же он проецировал на этот момент свои собственные страхи? После окончания трансляции эмоциональная плотина прорвалась. Сообщается, что Чингук честно выразил свои чувства, признав, что мысль о том, что BTS однажды окажутся в изоляции, физической, творческой или эмоциональной, ужасает его. Его слезы были не слезами слабости, а слезами привязанности. Это были слезы человека, который глубоко любит и также глубоко боится потери. Реакция Тэхёна на это признание не была мгновенной или драматичной. Вместо этого она была тихой и глубокой. Для Тэхёна, который размышлял о своем будущем, уязвимость Чингука стала зеркалом. Вот самый младший участник, которого часто считали защищенным группой, теперь обнажает свой самый глубокий страх. Это тронуло Тэхёна так, как невозможно выразить словами. Именно здесь история принимает неожиданный оборот. Фанаты первоначально предполагали, что молчание Тэхёна во время прямой трансляции сигнализировало об эмоциональной дистанции или личной неприязни. Конфликт не имел отношения к группе. Но слезы Чингука изменили все. Тэхён молчал не потому, что был отстранен. Он молчал, потому что думал. Страх Чингука заставил Тэхёна столкнуться со своими собственными мыслями о BTS. Не как о концепции, а как о живой, дышащей связи, которая влияет на реальных людей. Мог ли Тэхён в тот момент осознать, насколько глубоко его присутствие важно для Чингука? Мог ли он почувствовать тяжесть того, что его выбор и эмоции напрямую влияют на чувство безопасности самого младшего участника? Наблюдатели, близкие к группе, описывали Тэхёна как явно растроганного после того, как он увидел, как плачет Чингук. Не было никакой пафосной речи, никаких публичных заявлений, но эмоциональный обмен был неоспорим. Это было напоминанием о том, что сила BTS заключается не в безупречных выступлениях или хитовых рекордах, а в моментах откровенной честности, которые никогда не доходили до сцены. Ирония поразительна. Хотя фанаты часто беспокоятся о том, что BTS могут распасться, именно эти страхи показывают, насколько крепко они связаны. Слезы Чингука не означали конец чего-то. Они обнажили, насколько отчаянно он хочет это защитить. И все же вопросы остаются, и их не удается замолчать. Почему это осознание возникло именно сейчас? Было ли оно вызвано недавними разговорами за кулисами? Реагировал ли Чингук на тонкие изменения в групповой динамике, которые фанаты не видят? Или это просто результат многолетнего взросления под именем BTS, наконец-то потребовавшего эмоционального признания? Академический наблюдатель мог бы возразить, что долгосрочная сплоченность группы неизбежно порождает тревогу по поводу разлуки, особенно по мере взросления участников и исследования ими своей индивидуальности. В этом смысле реакция Чингука совсем не удивительна. Она человечна. Но эмоциональная интенсивность его реакции предполагает нечто более глубокое, экзистенциальный страх не перед переменами, а перед разобщенностью. Для Тэхёна это воздействие было столь же глубоким. Известный своей художественной интроспекцией, Тэхён часто говорил об идентичности, росте и необходимости понимать себя вне ярлыков. Слезы Чингука заставили столкнуться между этими личными исследованиями и коллективной реальностью BTS. Как можно расти как личность, не причиняя боли тем, кто зависит от единства группы для эмоциональной стабильности? Это напряжение между индивидуальностью и сплоченностью лежит в основе истории BTS, и прямой эфир на Weverse стал неожиданной площадкой для его повторного появления. Поклонники заметили тонкие изменения в поведении Тэхёна после этого. Его взаимодействие с Чингуком стало мягче, внимательнее. В его близости, как физической, так и эмоциональной, чувствовалась невысказанная уверенность. Был ли это способ Тэхёна отреагировать на страх Чингука? Молча ли он обещал, что бы ни случилось в будущем, связь не будет легко разорвана? Отсутствие явных заявлений только подогревало любопытство. BTS — это группа, которая часто передает свои самые сокровенные истины действиями, а не словами, и эта ситуация не стала исключением.
Чингук не сделал публичного заявления о своих слезах. Тэхён не опубликовал трогательного письма. Вместо этого фанатам оставалось лишь собирать подсказки по выражениям лиц, жестам и эмоциональным последствиям, ощущаемым фандомом. Возможно, именно поэтому этот момент так сильно затронул сердце, показался реальным, непостановочным, человечным. В индустрии, где часто приоритет отдается имиджу, а не подлинности, слезы Чингука стали радикальным актом честности. Они бросают вызов предположению, что айдолы всегда готовы к расставанию, всегда жаждут следующего этапа. Вместо этого Чингук показал, что даже на самом высоком уровне успеха страх потерять свою избранную семью может быть непреодолимым. Реакция Тэхёна добавила еще один слой эмоциональной сложности. Его молчание, ранее неправильно истолкованное, стало символом сочувствия. Он не спешил заполнить пустоту словами. Он позволил чувствам Чингука существовать без перерыва, подтверждая их своим присутствием, а не утешением. По мере того, как фанаты продолжают анализировать прямой эфир на Уиверс, последствия и каждое последующее тонкое взаимодействие, одна истина становится все более очевидной. Связь BTS не ослабевает. Она подвергается испытаниям, анализу и подтверждению способами, которые являются глубоко личными и порой болезненными. Так что же это значит для будущего? Означает ли страх Чингука грядущие перемены? Или же он служит доказательством того, что независимо от внешних обстоятельств, эмоциональная основа BTS остается нетронутой? Может ли реакция Тэхёна свидетельствовать о возобновленной приверженности защите этой основы, даже несмотря на то, что он продолжает свой собственный путь самопознания? Однозначных ответов нет, есть только вопросы, побуждающие к размышлению. Одно можно сказать наверняка: слезы, пролитые Чингуком после прямого эфира на Уиверс, были не признаком нестабильности, а признаком преданности. Они показали, как много BTS значит для него, не как бренд или наследие, а как живая связь, определяющая его чувство принадлежности. И Тэхён, тронутый этой преданностью, ответил не зрелищем, а тихим пониманием. Возможно. В итоге, это был самый сильный отклик из всех. Самым удивительным откровением стало не то, что Чингук заплакал, а почему он заплакал. В мире, одержимом успехом и независимостью, он плакал, потому что хотел остаться вместе. Потому что он не хотел, чтобы BTS стали воспоминанием, а не реальностью. Потому что для него расставание – это не просто логистические перемены. Это эмоциональная потеря. Пока ARMY размышляют об этом моменте, один вопрос продолжает звучать неразрешенным, но глубоко прочувствованным. Если самый младший участник так боится расставания, что это говорит о связи, которая помогла BTS пройти этот путь? Возможно, ответ кроется не в догадках, а в тихой уверенности, что некоторые связи сильны именно потому, что их боятся потерять. И, возможно, слезы Чингука и трогательное молчание Тэхёна были не признаками конца, а обещанием, за которое все еще борются, даже когда нет камер. История на этом не заканчивается. Во многом этот тихий момент после прямого эфира на Уиверс стал поворотным пунктом, который фанаты, возможно, полностью поймут только спустя годы. Потому что то, что последовало за этим, не было драматическими заголовками или официальными заявлениями, а нечто гораздо более показательное. Тонкие изменения в эмоциях, присутствии и намерениях участников, особенно между Чингуком и Тэхёном. И в дни после трансляции фанаты начали замечать изменения, которые казались почти незаметными, но эмоционально очень сильными. Чингук казался более внимательным во время групповых взаимодействий, слушал внимательнее, смеялся немного тише, но искреннее. Его улыбки, хотя и оставались теплыми, несли в себе мягкость, которая говорила скорее об уязвимости, чем о выступлении. Как будто пролитые им слезы сорвали с него слой эмоциональной брони, которую он носил годами. Почему такой успешный и всеми любимый Чингук испытывал такую глубокую тревогу по поводу расставания? Ответ может заключаться в уникальной психологической среде, в которой сформировалась группа BTS. Чингук не просто присоединился к группе. Он вырос внутри нее. Его подростковый возраст, формирование личности и эмоциональная устойчивость – все это происходило в экосистеме BTS.
Психологи развития часто подчеркивают, что формирующие отношения в юности определяют восприятие безопасности и принадлежности. Для Чингука BTS это не просто профессиональный коллектив. Это основа, через которую он понимает стабильность. Именно поэтому идея расставания для него не абстрактна. Речь идет не о контрактах или расписаниях. Речь идет о страхе потерять эмоциональные константы, которые сформировали его личность. Тэхён, наблюдая за этим эмоциональным распадом, не мог остаться равнодушным. Известный своей чувствительностью и глубокой самоанализом, Тэхён всегда относился к эмоциям как к чему-то, что нужно прочувствовать полностью, а не игнорировать или упрощать. Слезы Чингука поставили его перед неприятной правдой. Его собственные моменты молчания, его собственные внутренние вопросы могут быть истолкованы теми, кто его любит, как отстраненность или отчуждение. Это осознание, похоже, сильно на него повлияло. Молчание Тэхёна во время прямой трансляции на Уиверс, некогда вызывавшее беспокойство и предположение, стало выглядеть не столько как отстраненность, сколько как созерцание. В конце концов, молчание – это не пустота. Иногда именно в нем задаются самые сложные вопросы. Вопросы вроде «Как мне расти, не причиняя боли тем, кто рос со мной?» Как мне исследовать свою идентичность, не угрожая связи, которая нас всех поддерживает? На эти вопросы нельзя ответить быстро или публично. Они требуют времени, сочувствия и эмоциональной смелости. Особенно сильным этот момент стал из-за контраста с публичным образом BTS. Для всего мира BTS олицетворяют единство, стойкость и непоколебимую сплоченность. Но за этим образом скрываются 7 человек, постоянно балансирующих между личным развитием и коллективной идентичностью. Слезы Чингука обнажили эмоциональную цену этих переговоров. И, возможно, именно поэтому фанаты так бурно отреагировали. ARMY – это не просто фан-база. Это сообщество, глубоко вовлеченное в эмоциональную правду пути BTS. Многие фанаты увидели себя отраженными в страхе Чингука. Страхе перемен, страхе отчуждения от людей, которые кажутся им семьей. В этом смысле уязвимость Чингука стала общим эмоциональным опытом, размывающим грань между кумиром и зрителем. Но в этой истории есть еще один аспект, заслуживающий внимания. Время эмоционального всплеска Чингука не было случайным. BTS находится на уникальном этапе своей карьеры, когда будущее наполнено как безграничными возможностями, так и глубокой неопределенностью. Индивидуальные проекты, личные амбиции и меняющаяся идентичность – это естественно и необходимо. Однако они также поднимают вопросы о долговечности, сплоченности и о том, что значит быть вместе в будущем. Реагировал ли Чингук сознательно или бессознательно на этот переходный этап? Был ли прямой эфир на Уиверс с моментом эмоциональной ясности, когда тяжесть будущего внезапно стала реальной? Реакция Тэхёна предполагает, что он понимал всю серьезность момента. Как сообщается, Тэхён, игнорируя страх Чингука или просто успокаивая его, выбрал присутствие. Присутствие – это мощный язык эмоций. Оно говорит «я тебя вижу». Без обещаний ответов, которых еще нет. Для такого человека, как Чингук, который боится разлуки не потому, что она неизбежна, а потому, что она представима, это присутствие могло быть более утешительным, чем любые слова. Позже фанаты заметили, что Тэхён физически держался ближе к Чингуку во время последующих взаимодействий. Небольшой, но значимый жест. В группе, где язык тела часто говорит громче слов, эта близость не осталась незамеченной. Она казалась преднамеренной, почти защитной. Может быть, это был способ Тэхёна отреагировать на слезы Чингука? Молчаливо признать ответственность, которую они все несут за эмоциональное благополучие друг друга? Отсутствие официальных разъяснений только усилило эмоциональное воздействие момента. В эпоху постоянных обновлений и объяснений BTS выбрали сдержанность. Они позволили моменту существовать, не обрамляя его, доверяя фанатам чувствовать, а не просто воспринимать. Этот выбор соответствует давнему подходу BTS к повествованию. Их самые значимые истории редко излагаются в деталях.
Они проживаются, наслаиваются и раскрываются со временем. Слезы Чингука после прямого эфира на Уиверс были не просто кульминацией, а контекстом. А контекст имеет значение. Это напоминает нам, что единство BTS не дается легко. Оно поддерживается постоянной эмоциональной работой, честным противостоянием страхам и готовностью быть уязвимыми друг перед другом. Слезы Чингука были частью этой работы. Трогательное молчание Тэхёна было частью этой реакции. С течением дней обсуждения среди фанатов развивались. Первоначальная паника уступила место более глубоким размышлениям. Многие начали воспринимать страх Чингука не как признак надвигающегося расставания, а как доказательство того, насколько важно для него оставаться вместе. По иронии судьбы, его страх потерять BTS подчеркнул его преданность группе. Это переосмысление изменило все. Вместо вопроса «они отдаляются друг от друга», фанаты начали спрашивать, как они решили остаться вместе. Вместо того, чтобы воспринимать молчание как дистанцию, они стали видеть в нем заботу. Тем не менее, вопросы остаются, словно незавершенные аккорды в песне. Будут ли BTS всегда вместе так же, как сейчас? Вероятно, нет. Перемены неизбежны. Но эмоциональный срыв Чингука говорит о том, что какие бы перемены ни произошли, они не будут приняты легкомысленно или без эмоционального осмысления. Реакция Тэхёна говорит о том, что эти разговоры происходят не публично, а в интимной обстановке между самими участниками. И, возможно, это самый обнадеживающий аспект этой истории. Слезы не были концом. Они были началом более глубокого эмоционального диалога внутри BTS, который фанаты видят лишь мельком в небольших моментах и едва заметных изменениях. Диалога о страхе, любви, росте и смысле оставаться вместе в мире, который постоянно разлучает людей. Оглядываясь назад, можно сказать, что прямая трансляция на Уиверс запомнится не тем, что было сказано на камеру, а тем, что произошло потом, слезами, пролитыми наедине, тишиной, которая последовала за этим, взаимопониманием, возникшим между двумя участниками без необходимости присутствия зрителей. Чингук плакал, потому что не хотел расставаться с BTS. Тэхён был тронут, потому что осознал, насколько много значит это единство. Не как абстрактный идеал, а как эмоциональная опора. И в этом осознании кроется истинная история. BTS держится вместе не на контрактах или ожиданиях, а на людях, готовых противостоять своим самым глубоким страхам ради друг друга. Пока фанаты продолжают смотреть, слушать и сопереживать им, становится все яснее одно. Что бы ни принесло будущее, оно будет формироваться не безразличием, а такими моментами, как этот. Моментами честности, уязвимости и тихих, невысказанных обещаний. Обещаний, которые не нужно объявлять, потому что они уже исполняются. И все же, даже после всех этих размышлений, эмоциональная составляющая этого момента продолжает расширяться, а не успокаиваться. Чем больше фанаты размышляют о слезах Чингука и реакции Тэхёна, тем яснее становится, что это был не единичный случай, а результат многолетней общей истории, подавленных страхов и невысказанной зависимости, которые в итоге вырвались наружу одновременно. Чтобы полностью понять, почему этот момент был таким тяжелым, нужно вернуться к истокам места Чингука в BTS. Он вошел в группу не как полностью сформировавшийся взрослый, а как юный мальчик с талантом и неуверенностью, полностью доверившись 6 старшим участникам и мечте, которая не гарантировала успеха. Со временем это доверие переросло в нечто более глубокое, в опору. BTS стали средой, в которой Чингук научился ошибаться, расти, быть сильным и уязвимым. Поэтому расставание – это не просто отсутствие сотрудничества. Это потеря психологической опоры. Именно поэтому его слезы после прямого эфира на Уиверс были одновременно тревожными и трогательными. Это были не слезы. Паника из-за непосредственной угрозы. Это была предвосхищающая скорбь. Скорбь почему-то, что еще не произошло, но могло бы произойти. Предвосхищающая скорбь часто болезненнее самой потери, потому что она живет в неопределенности. Почему эта скорбь всплыла после, казалось бы, теплой и радостной жизни? Именно это противоречие и делает ее значимой. Иногда счастье обнажает то,
чего мы больше всего боимся потерять. Когда Чингук смеялся со своими коллегами, шутил с фанатами и ощущал знакомое утешение единения, осознание, возможно, поразило его жестокой ясностью. Это чувство слишком важно, чтобы когда-либо желать его окончания. Тэхён, находясь по другую сторону этого осознания, чувствовал его тяжесть иначе. Для такого человека, как Тэхён, который часто существует в пограничном пространстве между групповой идентичностью и личным творчеством, страх Чингука мог ощущаться как молчаливая мольба, не требование оставаться неизменным, а просьба оставаться эмоционально присутствующим, независимо от того, как будет развиваться будущее.